просто рай для карманников. Вайб Ближнего Востока. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка, и в этом выпуске мы продолжаем изучать удивительную страну без собственной идентичности – Бельгию. На данный момент мы находимся в том самом фламандском районе, а именно в одном из самых примечательных городов этой области – в Антверпене. Именно этот город примечателен своей развитой промышленностью, богатым портом, а также удивительной страстью и удивительной способностью добывать и обрабатывать бриллианты. Так почему же этот город считает себя намного лучше Брюсселя? Почему этот город, как и вся северная часть Бельгии, всегда мечтала о независимости? Причем не о присоединении к Нидерландам, которые близки им по языку, но в принципе о полной независимости от нахлебников французов, проживающих в южной части. Поэтому ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем отвечать на эти вопросы. Добираемся мы до Антверпена из столицы Бельгии, о которой я снимала прошлый ролик. Если вы еще не видели его, ссылка будет внизу, в описании. Буквально час езды на автобусе, и вот вы уже на севере страны, в каком-то совершенно ином мире. На самом деле, друзья, Антверпен считается одним из самых безопасных городов Бельгии. В отличие от многих других, в отличие от центральных, в отличие от южных районов. Вообще здесь в целом, чем севернее ты находишься, тем безопаснее, тем лучше у тебя ситуация с криминалом. Город кажется более чистым, честно говоря, но он и меньше, он и чище, чем тот же самый Брюссель. Только начинаем пробираться со станции к центру города и тут же попадаем в уже до боли знакомые края. Вокруг кошерные магазины со знакомым ассортиментом, синагоги и многодетные семьи. Ну что, снова шалом Израиль? Поскольку, как я уже сказала, Антверпен – это целая бриллиантовая биржа, на этой бирже, конечно же, трудятся те самые народности, которые традиционно этим занимаются. И среди них, конечно же, огромная часть еврейского населения. Поэтому мы первым делом, как только же зашли в этот город, как только мы начали пробираться к центру, мы обнаружили целый еврейский квартал, мы зашли в еврейский магазин, в котором продаются продукты точь-в-точь, как в Израиле. Друзья, я почувствовала вайб Ближнего Востока, находясь за 1000 километров от него. Это просто фантастика. История Антверпенской бриллиантовой биржи берет свое начало еще в 15 веке, когда местный ювелир Людвиг ван Беркен изобрел полировальный станок. С этого момента город становится одним из главных центров по торговле алмазами и их обработке. Драгоценности поступали сюда из разных концов света, а в период правления всемирно известного своими издевательствами в Конго короля Леопольда II он богатеет прямо-таки на глазах из-за 100% импорта в Бельгию главного сокровища конголезцев. Сам бриллиантовый квартал перемещался по разным точкам города, пока не прирос окончательно к железнодорожной станции, с которой удобно было отправлять готовую бижутерию в любые точки Европы. Друзья, как вы думаете, где я нахожусь? Нет, это не сюжет, это не декорация к фильму Гарри Поттера, это самая красивая станция в Европе. И я считаю, что это идеальное место, в котором можно одурачить людей, и просто рай для карманников, потому что все ходят здесь с открытыми ртами, снимают это на телефоны, и кто-нибудь, какой-нибудь ловелас запросто может подойти к вам и скоммунизить ваш телефон. Поэтому, посещая это место, конечно же, будьте аккуратны и не слишком сильно раскрывайте рот, глаза и следите за своими вещами. В это сложно поверить, но до 19 века здесь располагалась совсем непримечательная скромная станция. И только 2 столетия назад сюда пригласили лучших архитекторов, которые создали этот шедевр в стиле необарокко. Тем не менее, уже в середине прошлого века здесь чуть не произошла катастрофа. Конструкции заметно деформировались, и на путешественников почти рухнул камень весом в 300 килограмм. Однако сейчас беспокоиться не стоит. Реновацию провели, и здание официально признано памятником истории архитектуры, занимая почетное 3-е место в рейтинге самых красивых вокзалов в мире. И теперь сюда и отсюда уезжают поезда в разные точки Европы и мира, равно как и торговые составы, в том числе перевозящие бриллианты. Но одними бриллиантами и красотой по жизни, как говорится, сытым не будешь. Как хорошо, что Антверпен может наполнить себя не только сияющими друзьями и изысками высокого стиля, но и гораздо более повседневными удовольствиями. За ними мы и отправляемся в центральную часть города.
Ну что ж, друзья, приглашаем вас, как говорится, на традиционный воскресный рынок. Работает он всего лишь до часу, и здесь просто огромное количество людей, потому что здесь можно купить все, начиная с еды всевозможные, традиционные и не очень. Картошка, пожалуйста, можно купить огромное количество одежды. Глаза просто разбегаются от обширного выбора. Здесь и блюда азиатской кухни, и ближневосточной, и европейской, и разные виды коктейлей и других алкогольных напитков. В общем, все, что может украсить приятный воскресный день. Посетителями заняты буквально все столики вокруг. Играет громкая музыка. В общем, красота и безмятежность. Ну что, друзья, наконец-то мы дождались нашего заказа, как говорится, это крокеты. Они продаются здесь, в Антверпене, и как раз на этой ярмарке посоветовали очень классное место. Как я уже сказала, стоимость отличается. Если ты берешь домой и жаришь дома, конечно, это дешевле на целых 5 евро, но если жарить при тебе, то несколько дороже. Есть крокеты с разными, есть с креветками, с курицей, с чем хотите. В подарок, как говорится, хлебушек, иногда нарезка, все что угодно. Короче, мы взяли попробовать с курицей. Честно, выглядят как такие наггетсы. Некоторые выглядят как драники, если честно, те, которые с картошкой. Вкусно. В общем, какая-то смесь между наггетсами, фалафелем и драником. Вот теперь, после такого перекуса, можно дальше перемещаться по городу и любоваться его достопримечательностями. А посмотреть здесь действительно есть на что. Ведь Антверпен из-за своей истории и принадлежности различным правившим здесь королевствам и империям сохранил на себе отпечатки всех из них. Именно поэтому так сложно понять, что тебе все это так сильно напоминает из городов, в которых ты уже побывал. Ну что ж, друзья, мы, пожалуй, находимся в самом центре города. Очень сложно понять, все-таки, какая в нем атмосфера, какой город он напоминает. Некоторыми площадями по планировке напоминает, если честно, Лиссабон, но нет в этом ничего удивительного, поскольку был период, когда испанские короли тоже владели Бельгией современной, да, и этим городом в том числе, но иногда это просто вылитый Амстердам. И по тому, что люди здесь привыкли кататься на велосипедах, и по языку, естественно, и по устройству жизни, и по некоторым национальным блюдам, ну и, соответственно, по планировке зданий в том числе. Действительно, Антверпен вплоть до обретения независимости Бельгии был частью объединенного Нидерландского королевства, о чем я уже рассказывала в ролике про Брюссель. Именно поэтому архитектура здесь не совсем похожа на брюссельскую, да и привычки людей, как и их родной голландский язык, все больше роднят город с теперь уже соседями на севере. Все ездят на великах на работу, пожалуйста, вот у нас целый марафон, все люди отправляются на работу. Как понять рабочие часы? Вот, пожалуйста, целая отдельная полоса, как говорится, и все едут. На самом деле минусов практически нет никаких, потому что ты экономишь средства, это полезно, это классно для экологии. Вот. И понятно, что это не новая идея, понятно, что такое встречается в Амстердаме, в Копенгагене, в скандинавских странах, но почему бы не постараться сделать так везде, учитывая, что для этого не нужно жить в тепле, как мы сразу с вами понимаем, и в принципе это улучшит ситуацию с тем, что в каждой семье по 10 машин, и вы очень сильно загрязняете природу. Несмотря на все удобство транспортной системы и даже на тот факт, что в таком небольшом по размеру городе есть метро, причем очень даже чистое и приятное, оно вам по большей части не понадобится, ведь все главные достопримечательности города и многие исторические районы находятся в пешей доступности. Ну а пока пооткрываешь рот, любуясь каждым словно пряничным домиком и шедеврами готики в центре Антверпена, время пройдет очень даже незаметно. Ну что ж, друзья, вот так выглядит самый огромный и высокий собор всего Бенилюкса. Вот он. Даже несмотря на протестантские войны, несмотря на то, как нидерландцы, голландцы, протестанты хотели уничтожить эту готику, ее много раз, неоднократно восстанавливали, и вот она перед нами во всей красе. Собор Антверпенской Богоматери начали строить в 1352 году, завершив работу 2 года спустя. Его шпиль достигает высоты 123 метров, из-за чего собор был назван самым высоким в Бенилюксе и вошел в список наследия ЮНЕСКО. Значительные разрушения коснулись сооружения в период англо-голландских религиозных войн, а в период оккупации города войсками Наполеона из собора были вывезены почти все ценности, тогда как сам храм превратился в конюшни. Только после освобождения Антверпена сооружение удалось восстановить примерно до того вида, в котором он предстает перед нами сегодня. Вот так вот
строили собор Антверпенской Богоматери. На вот этой колоннаде показали, как это происходило, но, конечно, сам собор поражает любое воображение своими размерами, высотой и так далее. Нам чрезвычайно сегодня повезло, потому что именно сегодня он закрыт для посетителей. Ну а в 2 шагах от этого небоскреба в стиле Ренессанса располагается самое сердце города, масштабы и архитектура которого просто захватывают дух. Посмотрите, какая панорама открывается. Современная Европа сзади, но настоящая на самом деле Амстердам, но в то же время очень похоже на Гранд-Плас в Брюсселе. Кто не смотрел этот ролик, пожалуйста, посмотрите. Это первое видео по Бельгии. Посередине вот такая экспозиция замечательная. Сзади, ну, конечно же, европейские ценности, современные, как говорится, свобода и либерализм. Ну, а сзади еще, да, еще один фантастический вид на главный собор города, на самый высокий собор в Бенилюксе. Вот он. Ну и вот такая плеяда замечательных домиков. В этой картине, пожалуй, прекрасно абсолютно все. Если вы думаете, что вся красота заключена лишь в самом центре, вы глубоко заблуждаетесь. Антверпен действительно можно назвать равномерно ухоженным городом, вне зависимости от того, в туристическом районе вы находитесь или в спальнике. А вот смотрите, друзья, домики, которые находятся буквально в полшагах от самого центра. Зелено, приятно. И здесь, конечно, уже не готическая древняя кладка, да, но архитектурно все это дополняет и создается вот такой вот замечательный ансамбль. Ну, красота же, тишина. Здесь можно насладиться покоем, здесь нет туристов. И в целом городе меньше туристов, чем в самом центре. И вот такие домики. Пишите в комментариях, кто хотел бы жить в таких и кого привлекает подобная архитектура. Полюбовавшись восхитительной архитектурой материковой части города, мы постепенно спускаемся к жизненно важной части Антверпена, без которой город, наравне с развитой алмазной и бриллиантовой индустрией, вряд ли бы добился настолько значительных успехов. Помимо того, что Антверпен – это просто очень милый городок во Фландрии, несмотря на то, что Антверпен – это, конечно же, бриллиантовая столица, это еще и город-порт. Очень важный. Наверное, второй по значимости в этом регионе, помимо нидерландского Роттердама. И именно здесь, в этом замке Стен, был основан этот город. Поэтому мы отправляемся смотреть, как же был рожден Антверпен и где тот самый источник этого замечательного, уютного европейского города. Эта Антверпенская крепость, названная Стен, была построена здесь еще в XIII веке и считалась местом основания Антверпена. Она позволяла контролировать реку Шельду, на которой стоит сам город. А контролировать здесь было что? Ведь еще в XII веке здесь был основан порт, который постепенно стал процветать благодаря активному развитию текстильной промышленности и последующему экспорту товаров. Когда в XVIII веке в город приходят войска Наполеона, порт превращается в крупную военно-морскую базу для французского флота. Все меняется, когда войска Наполеона покидают город, а в XIX веке выкупаются права на сбор пошлин за проход по Шельде. С тех пор Антверпенский порт богатеет и развивается благодаря международной торговле, в особенности благодаря торговле алмазами. Во время 2 мировых войн, несмотря на оккупацию города нацистскими войсками, порт продолжает свою деятельность и торговлю, а со второй половины прошлого века становится вторым крупнейшим портом Европы. Сейчас тут, в замке Стен, можно посмотреть выставку, посвященную истории этого места и ключевым промышленным областям Антверпена. Жаль только, что все это приобрело уже современный вид из-за многочисленных разрушений и трансформаций. Конечно же, каково горькое разочарование осознавать, что половина из этого новодел, причем самый ранний, в 2021 году. Ну, как бы они ни разу, конечно, не спалились, учитывая вот этот шов, учитывая вот эту башню и, в принципе, другую кладку. Ну, короче, видно абсолютно, да, где копия, да, где подлинник. И то не факт, что подлинник. Однако подлинники будущих экспонатов музейных коллекций можно найти сейчас, уже в современном Антверпене. Ведь в наше время многие жители города продолжают заниматься тем же, что и их предки много веков назад. Вот, пожалуйста, такое приспособление специальное для того, чтобы люди, которые работали на портовой сфере, могли поднимать грузы, наверх. И это такое hidden gem, скрытое место, которое располагается посреди вот этих замечательных домиков. Вот. И так это выглядит внутри, поэтому главное не пройти мимо,
и обратить внимание на открытую дверь, как говорится. Конечно, водная торговля и портовая жизнь отражается не только на занятиях местных жителей или на набережной города, но и на архитектурных особенностях многих домов Антверпена. Например, недавно открытый музей искусства МАС, который в буквальном смысле с голландского переводится как «стоящий на воде», свою причудливую форму получил не просто из-за хорошей фантазии его создателя. Видите, окна как сделаны, как волны. Ага. Изначально они такими спроектированными не были. Они должны были быть просто прямыми. Но из-за того, что площадь, здесь очень ветрено, вы заметили? Да, заметили. Площадь поверхности этого окна, она огромная. И они, рассчитав, поняли, что это небезопасно, когда они просто вот такие. Поэтому было принято решение сделать их в виде вот таких волн. Плюс эти волны отображают символику города. И тоже. у нас в целом, если вы погуляете побольше, увидите здания, у нас очень много архитектуры с кораблями, со всякими там лодками, все, что связано с водой, чайками, все истории, у нас этого правда много. Даже если вы не являетесь большим любителем походов по музеям и не горите желанием несколько часов изучать картины современных художников, вы всегда можете совершенно бесплатно забраться на крышу этого необычного здания, где располагается отличная смотровая площадка, с которой виден весь Антверпен. Как на ладони, со всеми его красотами и слабыми сторонами. Так, ну что, друзья, как говорится, мы находимся сейчас в том самом шоколадном Антверпене, но, как говорится, через реку, как и, в принципе, в любом другом городе, хорошее решение для мигрантов. Поселить их вот в такую коммунистическую загодь, как говорится. Вот там уже победнее, поэтому река разделяет богатый город от нищенского и прожиточного минимума, как говорится. Вот, поэтому видно на самом деле. Готика там и 20 век на другой стороне. Вот она, разница между двумя сторонами света, которые здесь представлены. Ну, скажем так, посмотреть другую, менее лицеприятную сторону Антверпена мы еще успеем. Ведь в его туристической части еще достаточно интересного. Например, старейшая типография в Европе или же первый музейный комплекс, который внесли в список наследия ЮНЕСКО. Ну что ж, друзья, вот так занимались переводом Библии на разные языки мира. Здесь можно найти вот на иврите, пожалуйста, надписи. Здесь на других, более древних тоже языках. И всем этим занимались люди. Это типография, которая здесь находилась в этом доме. Это место могло бы быть просто поместьем состоятельной семьи Плантонов-Маретусов, если бы в середине 16 века Кристоф Плантон не основал бы у себя дома собственную типографию. За 34 года деятельности Плантон выпустил почти 2000 книг на разных языках мира, а после его смерти книгопечатанием продолжила заниматься его семья. Сейчас в доме-музее находятся самые старые типографские станки в мире, сохранившиеся с 16 века, а 5 книгопечатных прессов с 17 и 18 века прекрасно функционируют до сих пор. Кроме того, здесь располагается и самая значительная в мире коллекция гравировальных досок, а сама коллекция гравюр создана местными художниками и во всех красках рассказывает посетителям о жизни города в те далекие прекрасные времена, когда типография только открывала свои двери. Офигеть. Вот такой вот конструкт. Одно в другое. Сплавляешь. Вот так вот кладешь. И у тебя получается буква. И это вот настолько кропотливая работа. На секундочку. Но когда рассматриваешь внимательно, что именно заключает в себя коллекция музея, понимаешь, что вся эта тяжелая работа явно стоила таких усилий. Тут и знаменитая Антверпенская Библия, и одни из первых напечатанных в мире сборников по анатомии, биологии, астрономии и физике, различные еврейские тексты на иврите, арамейском и греческом, а также карты, составленные древнегреческими философами и географами. Если вы думали, что у вас все плохо с географией, то не переживайте. Даже такие великие умы, как Птолемей, видел Африку вот такой. Ну, как бы, в принципе, справедливый кусок Африки, правда? И Европу с Азией вот такой. На весь размах. Узнать среди прочих плантоновские издания довольно просто. Достаточно лишь найти на книге фирменный золотой циркуль. Ну а посетители могут оставить его и другие роскошные печати себе на память, на секунду почувствовав себя сотрудником этого дома книг и печати. Ну что ж, друзья, как говорится, все-таки, раз мы находимся в центре книгопечатания, в центре и в городе, который впервые создал карту мира, мы не можем обойтись без печати. Тут просто грех не поставить. На ваш вкус и цвет вы можете потом
вот такую классную, гораздо лучше, чем отправлять какие-нибудь открытки из сувенирных магазинов, можете просто взять отсюда. Я выбираю патриотичную двуглавого орла и ставлю сюда. Опа! Ну, красота! Красота! Открытка для мамы лучше, чем та, которая стоит 12 евро. Однако на одних книгах коллекция Дома-музея ЮНЕСКО не останавливается, ведь здесь собраны и многочисленные подлинники шедевров мирового искусства, а личным художникам типографии, не только создавшим портреты, но и оформлявшим книжные обложки, титульные листы и иллюстрации, был никто иной, как сам Питер Пауль Рубенс, дом которого располагается здесь, прямо за углом. Ну что ж, дорогие друзья, мы находимся в том самом месте Антверпена, которое тоже невозможно упустить. И это дом-музей великого художника Рубенса, который, если вы не знали, находился и жил именно здесь. С одной стороны, его старый дом, в котором он жил изначально, сейчас он находится на реставрации, а с другой стороны, его дом после итальянского влияния. Когда он возвращается сюда, он под впечатлениями от итальянского вот этого ренессанса искусства, он строит себе новый, как говорится, новую часть дома, и там он размещает свои огромные вот эти шедевральные полотна, картины, и это на самом деле прекрасно, да, потому что, несмотря на то, что сейчас доступ открыт к саду и виртуальному опыту, да, так виртуальной выставке этого художника, здесь все равно очень приятно находиться, осознавать, что этот человек жил здесь, и поэтому, конечно, пройти мимо этого места мы тоже не могли. Рубенс считается одним из самых выдающихся фламандских художников и коллекционеров, основавших стиль барокко. И хотя родился он не здесь, именно в Антверпене, тогда еще принадлежавшем Нидерландскому королевству, он провел свое детство и учился мастерству художественного искусства. Мало кто знает, но помимо его карьеры в области живописи, Рубенс занимался и дипломатией, участвуя в важных переговорах между Англией и Испанией, однажды даже приблизив родную Фландрию к долгожданному миру. Этот же особняк художник построил в 1612 году, и в этом же доме он умер 28 лет спустя. Само здание разделено на две части. С одной стороны располагается жилая часть и картинная галерея с его коллекцией всемирных шедевров, а с другой – мастерская, где Рубенс обучал живописи своих учеников. И хотя оригиналы его работ разбросаны по различным музеям, в его доме располагается в основном только копии, сад в доме Рубенса до сих пор сохраняет свой вид с тех далеких времен, когда тут проживал маэстро. Представляете себе? То есть все растения и цветы, которые сегодня видите вы, видел каждое утро Рубенс. Ну а мы, насладившись этим чудом и биографией художника, продолжаем прогулку по городу в поисках еще большей эстетики. Нам сегодня невероятно повезло, потому что первое воскресенье месяца, значит, мы получили такую уникальную возможность насладиться модой, да, Антверпена, потому что это как Париж, и здесь очень много классных магазинов, очень стильно, не менее, как будто ты, да, в Париже или в Скандинавии, поэтому, да, несмотря на то, что уже многие магазины все-таки закрываются, нам удалось насладиться этой атмосферой, посмотреть на красивые брендовые вещи. Дорогие друзья, как думаете, где я нахожусь? Нет, это не оперный театр, нет, это не дом балета, искусства, живописи и так далее. Это самый, что ни на есть, обыкновенный, самый простой, я бы сказала, торговый центр в Антверпене, как говорится. А как вы думали, он еще должен выглядеть? Нет, это не те самые магазины, где можно на картоночках примерить, никого не стесняться. Все в люксовом, лучшем виде. Как говорится, уступает ли он Милану или Парижу? Ответ пишите в комментариях. Очевидно, что нет. Действительно, Антверпен можно без всяких преувеличений назвать одной из столиц мировой моды. Здесь находится и бесчисленное множество бутиков, и Королевская академия изящных искусств. Ну а так называемая антверпенская шестерка дизайнеров прославилась своими наработками на весь мир, делая свой родной город центром притяжения для всех любителей красиво одеваться. Разумеется, тяга к эстетике не могла не отразиться и на внешнем виде улиц города. Барокко, ар-нуво, рококо. Каких только интересных и величественных стилей не обнаружишь тут, прогуливаясь по центральным и далеким от сердца города переулкам. Ну что ж, друзья, посмотрите, наглядный пример на одной из площадей, как сочетается в этом городе древность, готика с современными постройками. Сзади меня современные блоки, ну а с другой стороны
настоящий Амстердам, Питер, Скандинавия, как хотите, так и называйте это замечательное место. Однако гул на улицах, в лучших кафешках города и модных бутиках постепенно начинает смолкать, не дождавшись даже захода солнца. Воскресенье в Европе. Ничего с этим не поделаешь, друзья мои. Прекрасная прогулка по вечернему городу. А время у нас на часах, как говорится, 6 вечера, а значит, открытого ресторана, открытых мест, каких-то заведений вряд ли вы сможете здесь найти, потому что все-таки Антверпен – это типичный европейский город, и он живет своей европейской жизнью, а значит, редко что здесь будет работать в вечернее время, ну, разве что некоторые, конечно, ресторанчики. А так после 6 жизнь замирает, она остается только в трущобах и в не очень благоприятных районах. Но даже в столь поздний по европейским меркам час здесь есть чем заняться. Например, пройтись, как мы и собирались, к загадочному противоположному берегу. Только вот сделаем мы это не самым обычным образом, а через еще одну очередную антверпенскую разработку. Друзья мои, мы спускаемся на глубину 30 метров под землей, примерно 10-этажное здание. И мы находимся в первом таком подземном туннеле, построенном в Европе. Потом, да, первым, конечно, построили в Антверпене. Даже если вы не знали об этом, сегодня я вам об этом сообщаю, потому что когда построили уже во Франции, в Лондоне и так далее, это уже был как бы плагиат. То есть видели начало было положено здесь, в Антверпене, и вот мы уже 10-й пролет спускаемся. Очень медленно, конечно, едет эскалатор, если честно. Вот, но фантастически, то есть я даже не знаю, чего ожидать, поэтому мимо этого места тоже нельзя проходить, нужно обязательно попробовать это на себе, то есть Антверпен стал первопроходцем, скажем так, и изобретателем даже в таком деле, как говорится, даже в такой интересной вещи. Пешеходный туннель Святой Анны был открыт в 1933 году и сохранил в себе стиль эпохи 30-х годов в интерьерах эскалаторов и подъемниках. В свое время, в годы Второй мировой, именно этот туннель использовался в качестве главного бомбоубежища города, благодаря которому были спасены тысячи перепуганных жителей Антверпена. Длина его составляет около 600 метров, а глубина около 32 метров под уровнем реки. Друзья, ну, во-первых, здесь чистенько, это первое, что можно сказать. Здесь нету бродячих артистов, музыкантов, наркоманов, проституток и так далее. Ну, и еще хочется сказать, что полное ощущение, как будто ты идешь, я не знаю, в метро. Вот только ты вместо поезда, реально. И вот как будто бы сейчас вырубится свет, и что-то должно произойти. И все же приятные впечатления от этой дороги быстро улетучиваются. Вокруг ничего не происходит. Дорога уже начинает казаться утомительной и... Вот он, наконец-то! Долгожданный темный свет в конце белоснежного туннеля. Наконец-то свобода! Ну вот, дорогие друзья, каких-нибудь 5 минут пешей прогулки на глубине 31 метр, и вы находитесь уже на другом берегу этого замечательного города. Честно сказать, поделюсь собственными впечатлениями, как человек, который страдает клаустрофобией. Становится утомительно. То есть для меня эти 5 минут длились просто целую вечность, делать там нечего, дышать иногда тяжеловато, потому что в туннеле это, ну, я бы сказала, пыльно, как бы ничего интересного, да, даже рекламу не показывают, как говорится, все убрали из метро, поэтому не знаю, тяжеловато. Стоит ли это? Ну, стоит как опыт, да, такой в жизни, попробовать хоть раз, если вы ни разу такого не видели или не пробовали, но вот такой вот метод, причем которым пользуются многие доставщики, да, вот мы видим, тоже собираются куда? Через этот замечательный туннель. Ну, им быстрее, потому что они на транспорте, вот, но прикольно. Как мы и думали, на другой стороне Антверпена, кроме фантастического заката с видом на набережную, ловить особенно и нечего. Да и контингент здесь совершенно не туристический, ведь в этой части обитают, как правило, не очень состоятельные люди, рабочие иммигранты. Поэтому мы, в поисках чего-нибудь вкусненького в столь поздний для города час, отправляемся в его центр, где спустя почти 40 минут поисков все же находим почти единственное работающее кафе. Ну что ж, друзья, одна интересная история. Вот вы думаете, почему в принципе в Бельгии настолько развито пивопроизводство? А я вам расскажу. Местные бельгийцы говорят о том, что раньше было запрещено делать какие-то крепкие напитки. Ну, не то, что нам, да, в СНГ можно пить водку, коньяк, любые, все, что хочешь, чтобы догнаться. Именно из-за такого карательного закона они решили делать пиво, которое заменило бы им по крепости
другие напитки, скажем так. То есть поэтому у них все пиво такое достаточно ядреное, крепкое, да, и это не тот напиток, да, который мы пьем, 3%, который ощущается как сок. Любое пиво здесь, в Бельгии, вместо 4 ты получаешь 8%, иногда 10, иногда больше. То есть для них это как бы местная догонка, и вот такую хитрость они используют. Поэтому не удивляйтесь в следующий раз, когда вам попадается очень крепкое пиво, вы не потеряли хватку, это просто вы оказались в Бельгии. На этой ноте с замечательными ночными видами мы завершаем наш насыщенный день в Антверпене, маленьком городе, который поражает своим многообразием, эстетикой, спокойствием, невероятной историей и уникальными реликвиями. Ставьте палец вверх, если город произвел на вас такое же впечатление, или если что-то новое из этого ролика вам удалось узнать. Ну а мы поехали изучать наш мир дальше. Пока-пока!